Временами у каждого из нас опускаются руки и кажется, что все тлен, что мы недостаточно успешные, ценные, важные, что ничего не достигли и вся наша жизнь – боль. Мы начинаем фокусироваться только на плохом и усердно игнорируем все хорошее в жизни. Сегодня я расскажу тебе о 8 основных ошибках мышления, которые создают нам все эти проблемы. А главное, дам простые советы, что с ними делать. Если совсем коротко, то во всем виноват наш мозг. Каждый человек смотрит на мир, исходя из опыта, который у него был раньше, и временами эта система восприятия дает сбой. Научно в психологии это называется когнитивными искажениями, или, проще говоря, ошибками мышления. Основная идея звучит так: все наши чувства и реакции на события возникают от мыслей, которые мы думаем. И вот если поработать с мыслями, то ты гарантированно станешь успешнее и счастливее, а главное, жить станет проще. Меня зовут Виктория Сидорович. Подписывайся на канал, ставь лайк этому видео и давай разбирать 8 самых популярных ошибок мышления. И первая ошибка мышления называется фильтрация. Это когда мы фокусируемся на негативных деталях ситуации и игнорируем все позитивные стороны. Это как сито, через которое просеивают муку. И вот когда вы просеяли муку, все хорошее выкинули, а вот те несколько комочков в сите, которые остались, вы на них сфокусировались и решили, что вся мука плохая. У меня такое часто бывает в контексте видео на канале. Я иногда фокусируюсь на видео, которые набрали мало просмотров, и игнорирую все остальные, находя отмазки, почему это не настолько важно. Более того, я игнорирую и другие факты аналитики о том, например, что показатели канала растут. Чтобы преодолеть фильтрацию, нужно сместить фокус внимания. Этого можно достичь 2 способами. Во-первых, сосредоточиться на поиске решения проблемы, вместо того, чтобы мучительно думать о ней. То есть я могу просто найти способы, как повысить просмотры вместо обычного размышления. А второй способ – это перевести фокус внимания. Я могу все-таки обратить внимание на видео, которые зашли, на показатели, которые выросли и так далее. Еще для примера, как это работает. Если у вас есть привычка зацикливаться на потерях, переключите свое внимание на то ценное, что у вас уже есть. Если на опасности, сфокусируйтесь на том, что уже дает вам чувство комфорта и безопасности. Ошибка номер 2 – черно-белое мышление. Это режим или-или, когда мы кидаемся в крайности и не видим, что у каждой медали всегда есть 2 стороны. Хорошее или плохое, прав или неправ, идеальный или ужасный, всегда или никогда. К примеру, у вас есть мысль, что вы можете или строить карьеру и много зарабатывать, или строить отношения. Но на самом деле можно это совмещать. И здесь нужно подумать, при каких условиях можно делать и то, и другое. Какие есть примеры людей, которым удавалось это совмещать. Чтобы избавиться от черно-белого мышления, нужно замечать, что у каждой ситуации есть много оттенков. И есть разные варианты решения той или иной проблемы. Мир вообще не черно-белый, и в нем есть десятки красок и сотни оттенков. Одна из практик, которая поможет избавиться от черно-белого мышления, это во всех ситуациях искать как положительные аспекты, так и отрицательные. Это поможет научиться видеть полную картинку. А если вам нужно дать какую-то оценку, попробуйте делать это в процентном соотношении. Например, мне кажется, что сейчас я могу уделять 70% времени карьере и только 30% отношениям. Но это не значит, что вы можете делать только или то, или другое. Следующая ошибка – сверхобобщение. Это когда мы делаем общие выводы на основе единичного случая или факта. Слова по типу «все», «каждый», «никто», «никогда», «всегда» – это все признаки обобщения. К примеру, во время ужина вы рассказываете своему партнеру или другу о том, как прошел ваш день. Он на момент отвлекся и переспрашивает: «А что вы только что сказали?» Это вас очень задевает, и вы кричите на него: «Ты никогда меня не слушаешь, тебе вообще важно все, кроме меня». И чтобы меньше обобщать, стоит начать с конкретизации. Например, вместо «ты меня никогда не слушаешь» скажите: «Сегодня ты меня не слушаешь». Или «это 5-й раз на этой неделе, когда я замечаю, что ты меня не слушаешь. Мне это неприятно». Потому что, вероятно, большую часть времени вас слушали, но вы сфокусировались на том, когда не слушали, и обобщили это. Попробуйте тщательнее подбирать слова, которыми вы описываете себя и других. И постарайтесь избегать таких слов, как «все», «каждый», «всегда», «никогда», «никто». Лучше замените их конкретными фактами, и это поможет наладить отношения с собой и с другими людьми.
Ошибка 4. Чтение мыслей. Это когда без объяснений другого человека вы прекрасно знаете, что он чувствует, думает и почему поступает именно так. Это мысли по типу «он так себя ведет, потому что больше меня не любит». Ее интересуют только деньги. Я точно знаю, что его беспокоит, просто он не хочет об этом говорить. И точно так же вы можете предполагать, что другие думают о вас. Если я буду себя так вести, это ему не понравится. Или они, наверное, подумают, что я глупая, раз так смотрят на меня. И все в таком духе. Такие мысли основаны на интуиции, подозрениях и неясных предчувствиях и каком-то случайном опыте прошлого. Очень часто мы считаем, что другие люди реагируют на нас каким-то определенным образом, так же, как и мы. Но на самом деле это не так. И чтобы перестать думать, что вы умеете читать мысли других людей, потому что, вероятно, не умеете, рассматривайте все свои мнения о людях как гипотезы, которые нуждаются в проверке. А проверить их можно, задавая вопросы окружающим. Ну а если возможности спросить напрямую нету, вы можете придумать альтернативные варианты поведения человека. Например, вам кажется, что ваш партнер охладел к вам, и вы думаете, что он больше вас не любит. Лучше всего, конечно же, спросить, что происходит на самом деле, и проговорить это. Ну а если такой возможности нету или вам некомфортно, подумайте, почему еще он может так себя вести. Может быть, он устал на работе, может быть, у него какие-то проблемы или сложности, или он просто хочет побыть наедине с собой. Это помогает расширить картинку мира и не зацикливаться на том, чего может на самом деле и не быть. Следующая ошибка мышления – катастрофизация. Это очень богатое воображение. С одной стороны, это может проявляться как ожидание беды, а с другой стороны, когда малейшая ошибка покажется вам катастрофой и провалом всей жизни. Катастрофические мысли часто начинаются со слов «а что если?». Например, читая о какой-то трагедии или услышав о несчастье, которое произошло с кем-то из знакомых, вы начинаете думать: а что если бы это произошло со мной? Что если бы я сломала ногу, катаясь на лыжах? А что если я заболею? А что если? А что если? Катастрофизация – это прямой путь к тревожности, и чтобы перестать делать из всего катастрофу, необходимо научиться спрашивать себя: а какова вероятность того, что это произойдет? Не составляет ли вероятность несчастья всего один шанс из 100 тысяч или один шанс из 1000? Определяя степень вероятности, вы помогаете себе реалистично взглянуть на пугающие вас обстоятельства жизни. А если какая-то ваша неудача кажется катастрофой всей жизни, тогда остановитесь и спросите себя, а что действительно произошло? Насколько это ужасно от 0 до 100% из возможных событий? Какой урок я могу вынести из этой ошибки? И тогда вы поймете, что скорее всего это небольшая неудача, а не катастрофа всей вашей жизни. И ошибка номер 6 – преувеличение и преуменьшение. Это когда мы преувеличиваем любую сложность на пути, и проблема кажется страшной и нерешаемой. Небольшие ошибки становятся трагическими просчетами, а простой совет воспринимается как резкая критика. Легкая боль в спине превращается в страшную болезнь. Другой стороной преувеличения служит преуменьшение. Когда мы раздуваем масштабы проблемы и смотрим на нее через увеличительное стекло, то свои ценные способности, навыки и таланты, которые могут помочь нам справиться с этим, мы очень сильно преуменьшаем. И чтобы избавиться от склонности преувеличивать, прекратите употреблять такие слова, как страшный, ужасный, отвратительный или кошмарный. Также я рекомендую исключить фразы «я этого не вынесу», «это невозможно», «это невыносимо». Вы сумеете это вынести, поскольку, как показывает история, человек способен переживать самые разные, как психологические травмы, так и физические. Лучше скажите себе: я это выдержу, я смогу справиться, я переживу это. А потом постарайтесь более реалистично посмотреть на проблему, с которой столкнулись, и понять, а какие есть способы ее решения. Также подумайте, какие ваши качества и навыки помогут вам с ней справиться. И тогда проблема может оказаться не такой уж и ужасной, а ваши навыки не такими уже ничтожными.
Ошибка номер 7 – персонализация. Персонализация – это постоянное сравнение себя с другими в попытках определить, кто же умнее, компетентнее, привлекательнее, лучше. Мы можем себя сравнивать с другими либо в свою пользу, например, вот он тупой, а я умный. Или же наоборот, не в свою пользу. Он играет на пианино гораздо лучше, чем я, а я просто бездарность. Или я недостаточно умен, чтобы общаться вот с этой компанией. Получается, что вам необходимо постоянно убеждаться в своей ценности, сравнивая себя с другими людьми. И если сравнение в вашу пользу, то вы испытываете временное облегчение. А если оказывается, что вы хуже, то чувствуете себя просто униженными. Сравнивая себя с другими, главное помнить, что у каждого есть сильные и слабые стороны. Сравнивая свои недостатки с достоинствами окружающих, вы просто бессмысленно мучаете себя. А еще вы не знаете, что на самом деле кроется за красивой картинкой. Люди слишком сложные, чтобы случайные сравнения имели хоть какое-то значение. И последняя ошибка на сегодня – долженствование. Это набор правил поведения для себя и окружающих, которые есть у каждого из нас. Обычно они подсознательные и сформированы благодаря родителям и другим важным для нас фигурам. Если мы не следуем им, то мы чувствуем вину. А те, кто нарушают эти правила, они просто нас раздражают. Это такие мысли, как «я должен быть сильным», «я никогда не должна ошибаться», «я не имею права уставать или болеть», «я должен все знать, понимать и предвидеть». Все долженствования, они очень утомительны для вас и для других людей, потому что очень часто они не имеют никакого смысла. Пересмотрите и подвергните сомнению любые личные правила и ожидания, в которых есть слова «должен», «обязан», «следует». Запишите как минимум по 3 довода для каждого правила, почему это не так. Например, у вас есть мысль «я никогда не должен ошибаться». Доводы могут звучать так. Во-первых, никогда не ошибаться просто невозможно, так как я живой человек, а все люди ошибаются. Во-вторых, чтобы никогда не ошибаться, нужно никогда ничего не пробовать нового, а мне так не хочется. И в-третьих, ошибки – это неплохо, они помогают расти и понимать, что работает, а что нет. Такая практика поможет снизить градус требований к себе и к другим людям. Для того, чтобы научиться замечать все эти ошибки своего мышления и работать с ними, вам поможет техника «Журнал мыслей», а также навык отслеживания и анализа своих автоматических мыслей и эмоций. Про то, как это делать, детально я рассказываю и делюсь техниками в своем сообществе на Patreon. Так что, кому интересно получать еще больше практических инструментов и рекомендаций по улучшению своего психического здоровья, буду рада вашей поддержке и там. Ссылочку оставлю в описании видео, и огромное спасибо моим патронам за вашу поддержку. Делитесь в комментариях, какие из ошибок мышления ваши любимые и удается ли вообще замечать их за собой. Не забудьте поставить лайк этому видео и подписаться на канал. С вами была Виктория Сидорович. До скорого!